Приехали 2 тепловизионных прицела. И мы, как всегда, в этот раз батончик манго в подарок. С начала войны в российских социальных сетях появились тысячи объявлений о сборах средств для армии. Но наряду с лекарствами и теплыми вещами авторы этих сборов просили деньги на покупку квадрокоптеров, приборов ночного видения, шлемов, прицелов и даже обвесов для пулеметов. Все вместе инициаторы сборов называли гуманитарной помощью, несмотря на то, что поставки для военных не подпадают под определение гуманитарной помощи, а само оборудование может причинить вред обычным жителям Украины. Здесь у нас коптер, тепловизионный прицел на К-74. И вкусняшечка, конечно. По подсчетам Insider, с марта по начало декабря 2022 года в социальной сети ВКонтакте была опубликована 21 тысяча объявлений о сборах на покупку квадрокоптеров для фронта. Примерно столько же на покупку приборов для наблюдения, прицелов, приборов ночного видения и тепловизоров. Также Insider нашел 23 тысячи объявлений о сборах на рации и ретрансляторы и 11 тысяч объявлений, где собирали на бронежилеты. Получили птицу. Большое вам спасибо. Все это оборудование стоит сотни тысяч рублей, а видео с передачей посылок на фронт напоминают известный в социальных сетях видеожанр распаковок. Так, друзья, поехали. Короче, вот они, 2 пауэрбанка и коробка с тепловизором. Сейчас открываем, показываем вам. Пенсионерка из Волгодонска в Ростовской области Татьяна Герасимова раньше собирала пожертвования для бездомных животных, а теперь каждый день репостит десятки сообщений о сборах помощи для российских военных. Похожая история у жительницы Самары Екатерины Ямкиной. С начала войны она организовывает солдат, которые базируются в Белгородской области, пункты питания и развоз домашней еды, а также собирает деньги на технику, рации и квадрокоптеры. 24.02 проснулись от СМС от родственников, что в Белгороде прилеты и ужасные фото. В это же время там с начала февраля находились наши друзья со спецподразделения. Хотелось им помочь, но они были далеко, и сделать это было нереально. Но были те, кто рядом, кому нужны были жгуты и вода. На своей странице в сети ВКонтакте Ямкина выкладывает фотографии артиллерийских мин, сложенных в форме слов «Помощь Z», снимки снарядов с надписью «Привет от Самары» вперемешку с фотографиями из солдатской кухни. Я участвую, но я организатор сбора средств. Я администратор группы «За наших 32», Брянская область. У нас 19 тысяч человек на данный момент. Почему я стала этим заниматься? Потому что утром 24 февраля наш президент озвучил свое решение и сделал шаг, к которому он шел очень долго. Раз на нашу долю, на наш век выпало это пережить. А мы поняли, что жить так дальше нельзя. Помните, как в 41-м мы это читали в учебниках, в книгах, мы смотрели это в фильмах. Поэтому мы стали что-то делать, не сидеть сложа руки. До войны Марина Мищенко из Брянской области не занималась благотворительностью, но после 24 февраля стала сама организовывать сборы средств для военных. Происходящее она, как и многие участники волонтерских движений, сравнивает с началом Великой Отечественной войны. И в этом же ключе она воспитывает своих детей. Например, наряжает свою маленькую дочь в военные костюмы. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли. Многие активисты не разделяют контент на своих страничках. Например, они постят фотографии, как стригут кошек и собак, и рядом собирают на прицелы для армии. Как выяснил инсайдер, большинство объявлений о сборах средств публикуют женщины, чаще всего молодые девушки либо пенсионерки. Как правило, они живут в центральном регионе России, нередко в приграничных городах на юго-западе страны или рядом с Крымом. Именно там появились первые организованные сборы денег для российских военных. Большинство из них подписаны на региональные страницы и Z-паблики. При этом каждый 5-й аккаунт, опубликовавший информацию о сборах для армии, подписан на Рамзана Кадырова, Игоря Стрелкова, Дмитрия Пучкова, Гоблина или Марьяну Наумову, 23-летнюю пауэрлифтершу, которая после начала войны стала ведущей ток-шоу «Мы живы» на Первом канале, а также ведет свой телеграм-канал из зоны боевых действий. Николай Коклюгин, православный активист и борец с наркоманией, судимый в прошлом сам за хранение наркотиков. Он рассказывает, что идея собирать на технику для военных появилась у его знакомой прихожанки в храме в Санкт-Петербурге. Первые деньги собирали в его церковном приходе, потом стали рассылать объявления по разным православным пабликам. В сумме 1 700 000, так много, может быть. Если так посчитать, наверное, с машиной, со всеми тепловизорами, квадрокоптерами, наверное, да, уже вот так вот. У нас было два квадрокоптера,
тепловизоров, ну, штук 5. Там еще просто монокуляры, там еще были миноискатели, то есть разные. История Коклюгина вовсе не единичный случай. Наоборот, церковные приходы и паблики сейчас активно поддерживают участие в подобных сборах. Тот, кто воюет, чтобы храбро воевал. Если бы, чтобы умер, если в бою, чтобы пошел в рай. Потому что воинская смерть лучше всех смертей. Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. А потом малолетки зацепили, там, поехали там, зацепиться за электричку, там, покататься. Его током шваркнуло 3000 вольт, как бы, и он обугленный на рельсы упал. Пошли фотку сделать, селфи какую-нибудь на крышу дома. Подскользнулись и полетели с 15-го этажа вместе с телефоном. Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать: Господи помилуй, и пошел в рай, пошла душа в рай. Посты о сборе денег на квадрокоптеры и прицелы выглядят почти так же, как сборы пожертвований на животных или больных детей. Авторы сообщений называют российских солдат не иначе, как наши ребята, а военное оборудование – гуманитарной помощью. То, что в Украине идет война, понимают все, и большая часть людей именно так ее и называет. Но акцент делается на том, что тепловизоры и дроны могут именно спасти жизни нашим ребятам, а также на том, что от их безопасности будет зависеть безопасность жертвователей. И никто из инициаторов сборов не хочет признавать очевидное. Прицелы квадрокоптеры служат российским военным вовсе не только для спасения жизней. При этом почти никто из инициаторов таких сборов, в том числе и священники, опрошенные инсайдером, не смогли ответить на вопрос, как они относятся к тому, что на их деньги будет куплено оборудование, из-за которого могут погибнуть обычные люди. Мне кажется, это вообще как-то странно так рассуждать, потому что, в конце концов, мы все платим налоги, с наших налогов обеспечивается, например, армия, которая защищает страну и убивает врагов и все остальное. То же самое с наших налогов оплачивается зарплата всем бюджетникам, включая там полиции, которые тоже убивают людей. Ну, то есть это какой-то такой подход очень это. Если человеку не хочется, ну вот именно прям напрямую, ну налоги это же тоже его деньги, но напрямую не хочется, пожалуйста, он может выяснять, там, отправлять там только там носки вязаные, еще что-либо. Но суть не меняется. Священник Павел Островский служит в храме в подмосковном поселке Нахабино и ведет очень популярный православный блог. Сам он активно участвует в сборах, которые, по его словам, происходят от любви к ближнему. А вот так выглядят ответы других волонтеров и администраторов групп. Вспомнили аллею ангелов, купили коптер. Вы не пулю покупаете. Мне эти мысли неинтересны. Сапоги резиновые помогут не заболеть, вне зависимости от того, есть на нем автомат или нет. Точно так же, как и аптечки, теплые вещи, жгуты и так далее. Случайные жертвы есть на любой войне, и никуда не деться от этого. Считаю, что у Бога свои планы на каждого из нас, и ничего случайного не происходит. В нынешней ситуации грех – это делать вид, что ничего не происходит, и быть в стороне от сборов. А в остальном делай, что должно, и будь, что будет. Квадрокоптер – это устройство, это летающая видеокамера, которая позволяет вести наблюдение. Вы же не переживаете, что кто-то пошил сапоги или связал носки, эти носки одел солдат и пошел кого-то убивать. Убивают люди, убивают не вещи. А солдаты уничтожают противника. Мирные люди, к сожалению, бывают в ходе боевых действий также гибнут. Это неизбежно, потому что случаются совершенно всяко разные вещи. Благодаря вашей поддержке мы смогли собрать совместно ребят, которые сейчас уходят на Донбасс. Чтобы они сохраняли свою жизнь, чтобы они пришли домой и победителями. Спасибо вам, низкий поклон. А с помощью таких видео организатор групп показывает подписчикам сопричастность к происходящему. Рассказывают, что именно это оборудование спасает жизни солдат, и без даже малейших вкладов его было бы невозможно приобрести. В сборах участвуют не только частные лица, но и лояльные государству организации, политические партии «Единая Россия», ЛДПР, губернаторы, депутаты Государственной Думы и региональных парламентов. Отчеты о рекордных сборах публикует и Общероссийский народный фронт. Деньги на рации и квадрокоптеры ему помогают собирать пропагандист Владимир Соловьев, певцы Юлия Чичерина и Денис Майданов и даже актер Владимир Машков. Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, что вспомнили руки. Ну и то я в ахуе. Наши дети находятся сейчас в очень тяжелой ситуации.
После начала мобилизации в конце сентября число объявлений о сборах для военных в пабликах ВКонтакте выросло в 4 раза. Так, за месяц перед мобилизацией было опубликовано 2700 объявлений, а в течение месяца после начала мобилизации уже 8800. Как выяснилось, мобилизованным во вторую по военной мощи армию мира выдали старые гнилые пуховики и ржавые ружья. В итоге их семьи либо сами собирали мужчин на войну, либо просили о помощи. Мы не просим вернуть их домой. Они воюют, они знают, куда шли. Мы просто просим помочь. Массовое обращение родственников, жалобы самих мобилизованных и тысячи объявлений в сетях о нехватке экипировки и даже еды привели к тому, что с 1 декабря ФСБ запретило раскрывать данные о материально-техническом обеспечении войск. И большинство администраторов пабликов по сборам посчитали, что напрямую это касается именно их. Пока самым активным сборщикам средств региональные власти и командиры военных частей выписывают грамоты и благодарности. Но ситуация очень быстро меняется. К тому же сами администраторы пабликов стали приобретать довольно большой вес среди военных, к которым они отправляют технику и посылки. И уже начали довольно резко критиковать Минобороны и чиновников. Хороший пример – предприниматель из Курска Маргарита Кривцова. До войны она руководила банным комплексом «Золушкин двор», а теперь возглавляет движение волонтеров по сбору средств для военных «Полк Марго» и даже участвовала в муниципальных выборах в Курске от партии «Справедливая Россия». На ее телеграм-чат по сбору средств подписаны 16 тысяч человек, а сама Марго отгружает на фронт по 2 машины с посылками в неделю. В ответ военные посвящают ей артиллерийские обстрелы и выписывают благодарности. У Марго за оказанную услугу. Первый готов! Второй готов! Залпом 333! А в конце ноября Кривцову пригласили выступить в Госдуму. Там она и раскритиковала российские власти. В частности, новый запрет ФСБ публиковать данные о материально-техническом обеспечении войск, который будет сильно мешать сборам. Вот так она пересказывала свое выступление в Госдуме для подписчиков. Когда там, простите за мой французский, базарить начала я хотела одно сказать, что вы просто нам не мешайте, вы нам сколько можете мешать, вот все ваши вот эти вот чинуши, органы и все остальное. Много было палок в колес, вы что нам мешаете, вообще непонятно. Сейчас с 1 декабря этот закон. Более того, она уверена, что ее полк не даст ее в обиду, и в случае непредвиденной ситуации уверена, что произойдет ни много ни мало, а восстание. Нас не поломать, они не понимают, дебилы, что нас не сломить, потому что мы уже реальная мощь. Если что-то будет не так, я очень на это надеюсь. Если что-то где-то я что-нибудь ляпну не так, и начнут меня где-то подтягивать, и не дай бог меня в какую-нибудь каталажку, как дедушка говорил, прикроют за мои благие дела, ну я тогда жду восстания своего полка. Вот. Поэтому я в вас верю. Вам посвящаю этот залп. Батарея приготовиться. Батарея, внимание. Залпом 333. Только по официальным данным ООН с начала войны были ранены или убиты более 17 тысяч мирных жителей Украины, в том числе и дети. Но эта цифра отражает только верифицированные случаи. В реальности жертв этой войны уже гораздо больше. Присылайте фото, видео, либо ваши истории для публикаций в черный ящик The Insider.